Покажу вам в этом видео, какой монитор я подключил к своему Mac Mini с процессором M4. Это монитор компании Asus на 28 дюймов. Красивый монитор, шикарный. Он на такой низкой ножке специальной. И подключен, естественно, по HDMI к Mac Mini сзади, как обычно. И сейчас мы давайте подробно посмотрим настройки монитора, какое разрешение он поддерживает и что это за модель вообще. Итак, данный монитор Asus VP289Q 28 дюймов я приобрел за 160 евро вместе с пересылкой. Это очень низкая цена. Я взял аж 3 штуки, когда была акция, можно сказать так. И сейчас их уже не выпускают. То есть это была какая-то разовая распродажа, возможно, остатки были какие-то, и, в общем, я купил этот монитор. Значит, он поддерживает у нас 4К, 16:9, 157 ppi. Реакция у него 5 миллисекунд, и современная IPS-матрица используется. Также есть поддержка HDR10 для игр. У него поддерживается AMD FreeSync, вот тоже есть здесь. Для игр это очень важно тоже. Или NVIDIA G-Sync. Дальше. У него есть один DisplayPort версии 1.2, 2 HDMI 2.1 и один выход на наушники, либо на 3,5 мм подключение к самому Mac Mini, чтобы вы могли слышать звук. Также в мониторе есть динамики по 2 Вт, 2 штуки. Вот. Но я их не использую, потому что у меня есть свои колонки, хороший креатив, к которым я привык. И они, в принципе, у меня всегда отключены, не нужны. Вот. Так вот он выглядит очень просто, монитор. Красивый монитор, шикарный, очень современно сделан. Мне все прям в нем нравится вообще супер. Особенно нравится лампочка, которая здесь вот расположена. Когда вы сидите за компьютером и смотрите на монитор прямо, вы ее не видите вообще. То есть лампочку каким-то сделали образом, ее вниз туда утопили. И если вы просто головой наклоняете вот так ниже чуть-чуть, то вы видите ее, как она горит. То есть это просто гениальное изобретение. Мне очень нравится, как сделали в Asus. Молодцы, конечно. И, кстати, это мой первый монитор в жизни от компании Asus. Раньше я никогда не покупал мониторы этой фирмы. Ну что ж, давайте мы сейчас это все скрутим вниз и перейдем в настройки. Значит, смотрите. У меня операционная система macOS Sequoia. Так, инфо. Пожалуйста, вот. Apple M4, 16 гигабайт оперативная память и версия 15.6.1. Самая последняя, которая доступна на момент записи этого видео. Теперь мы смотрим. Разрешение у нас дисплей 28 дюймов 3840 на 2160. То есть это чистое 4К разрешение в 60 Гц. Так, ну теперь давайте мы перейдем в дисплей. И сейчас я покажу здесь настройки. Самое важное для многих, кто вообще хочет понять, как работает система macOS и как здесь устроено разрешение. В общем, смотрите. В данный момент для того, чтобы я мог читать нормальный шрифт, чтобы все было адекватно, точно так же, как на мониторе Full HD, здесь такая настройка есть. Значит, стандарт называется 1920 на 1080. То есть это отображение шрифтов. Здесь работает немножко по-другому, не так, как Windows. Windows вы меняете, допустим, разрешение и подстраиваете под процентный шрифт. То есть как вам лучше, чтобы его видно было. Здесь есть вот такие настройки простейшие. То есть здесь максимально это упростили, чтобы для людей было максимально понятно, как переключить им шрифт. То есть маленький и большой есть шрифт. Вот. То есть смотрите, если я переключу здесь вот шрифт вот сюда сейчас нажму, то у меня будет все мелкое. То есть разрешение будет 4К, но я не смогу ничего прочитать, потому что здесь будет очень все мелкое. Теперь, если мы делаем чуть больше, делаем 2К разрешение, у нас, естественно, все увеличивается, но все равно читаемость ужасная будет. Вот. Давайте я сейчас попробую, не знаю, продемонстрировать это, получится или нет у меня. Допустим, я меняю разрешение вот сейчас на
2560 на 1440. Да, ребят, вот смотрите, все у меня, получается, стало мелким, и запись остановилась. Я записываю встроенным инструментом, который присутствует в macOS. Я показываю именно вот на вот этом сейчас моменте. То, что здесь все стало мелкое, вот видите, какие окна. И сейчас давайте я переключусь на Full HD, также на стандарт, и мы с вами рассмотрим дальше настройки. Так, продолжение. Так, ну вот сейчас все отлично. У нас стандарт 1920 на 1080, нормальный шрифт, можно читать все как положено. Теперь, смотрите, ребят, у меня был раньше монитор Philips, старый Full HD, и macOS система, она каким-то образом скопировала профиль с этого монитора и оставила в системе его. Вот он, этот профиль, PHL274E5. Если я его так выбираю, то он прибавляет немножко красного такого оттенка. То есть мне не очень нравится, поэтому я оставляю на стандарте. То есть вот здесь можно выбрать любой тоже, кстати, профиль. Например, дисплей P3, Cinema дисплей какой-то или что-то, Spice Dare. Также я подключал к телевизору Sony. Вот у меня он скопировал почему-то 2 раза. Вот Adobe RGB можно поставить. То есть здесь вы выбираете любой профиль, который вам будет интересен и приятнее глазу будет. Вот, значит, дальше. Здесь я все оставил стандартом. У нас вот 60 Гц получается 4К. Я могу включить HDR, но HDR я когда включаю, у меня почему-то все темное становится, и поэтому я его вообще не использую. То есть он мне не нужен. Ну, здесь, соответственно, мы можем все это перевернуть, там картинку, если у вас вертикальный монитор. Вот. Дальше. Давайте я сейчас оставлю вот такую вот настройку, для того, чтобы мы увидели, какие разрешения поддерживаются у нас. Значит, в старом мониторе у меня почему-то показывалось High DPI, писалось, что High DPI можно выбрать разрешение было. Здесь мы видим, что, я так понимаю, стандарт это High DPI, а niedrige Auflösung это значит более низкая картинка качества. То есть благодаря этой функции, которую я сейчас включил, мы смогли разблокировать и показать все разрешения, которые поддерживаются данным монитором. И можем выбрать, например, niedrige Auflösung это у нас не High DPI. Вот то, что без niedrige Auflösung пишется, это низкое разрешение по-немецки, это High DPI. То есть у меня стоит 1920 на 1080 стандарт, отображение шрифтов и именно самого рабочего стола. Но, как мы с вами уже видели, разрешение у меня 4К. Вот оно. Дисплей 28 дюймов 3840 на 2160. Все, это 4К разрешение. Вот. Так что здесь у нас все просто. Вы выбираете именно разрешение, которое вам подходит. Вы можете, вот, допустим, максимум я могу поставить здесь вот тоже 4К разрешение, но все будет мелким, как я уже говорил. Или увеличить. Вот, до увеличения работает здесь 1152 на 1648. Вот. Поэтому я оставляю все как есть, стандартом, потому что мне, в принципе, оно здесь не нужно сильно часто ходить сюда. Все, вот у нас есть 1, 2, 3, 4, 5 функций. Слева увеличенный шрифт, справа уменьшенный. Все, я оставляю на стандарте. Вот так это работает. Так что, ребят, если у вас какие-то есть вопросы, пишите в комментариях обязательно. Постараюсь на них ответить. Я просто показал вам, как сейчас у меня обстоят дела с монитором и как я работаю вообще с фотографиями, с видео, с текстом, чуть-чуть игр и все в этом роде. Отдельное спасибо моему спонсору WorldCoins TV за то, что остается спонсором на канале до сих пор. И если у вас есть желание, то подписывайтесь и поддерживайте меня спонсорской подпиской. Все, всем пока, до новых видео. Вот демонстрирую вам, как это работает с лампочкой. Смотрите, если мы смотрим прямо вот так на монитор, мы ее не видим. Опускаем вот так вот голову ниже, 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 ниже. И видим лампочку. Очень мудрое решение и удобное, потому что я терпеть не могу, когда лампочки светят в глаз. А в компании Asus эту проблему продумали, и она просто гениальная, ребят.
Вот так это выглядит все.